И всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня я расскажу вам о своем iPad, который я тестирую уже, наверное, месяца 4, если не полгода. Его особенность в том, что он на процессоре M1, его особенность в том, что по большому счету камеры его вряд ли вам будут нужны, но чтобы понять, как он снимает сходу, и примеров будет море, потому что примеры вроде бы никому не нужны, от планшетов камеры есть, по мне они должны быть. Соответственно, у меня примеров будет много. Про этот планшет рассказывали, наверное, все. Нужно четко понимать, что это такая штуковина, которая стоит прямо очень много. Почему? Потому что я специально держу клавиатуру из-под него в руках. Вот я ей пользуюсь. Она с тачем, она безумно удобна, но она стоит 27 тысяч рублей. 26 тысяч рублей стоит на Али планшет Xiaomi Mi Pad 5. Притом по функционалу я не скажу, что он уступает iPad. Да, если брать Apple Pencil 2 и карандаш у Mi Pad, который у меня тоже есть оригинальный, о нем я тоже расскажу как-нибудь вместе с клавиатурой. Разница есть. Насколько? В 4 раза по стоимости нет. То есть, проще говоря, вы покупаете устройство, у которого только клавиатура, стоит как полноценный, неплохой планшет на 120 Гц от Xiaomi. И несмотря ни на что и вопреки всему, это не замена ноутбуку. К сожалению или к счастью, Яблоко не может сделать то же самое, но компактно, и не будет этого делать, потому что планшет — это чуть-чуть другая история. Так что мой взгляд, мое мнение, мои примеры работы, user experience и все остальное я обязательно расскажу вам в ролике. Аналога за эти деньги либо за другие на рынке, к сожалению, нет. Несмотря на то, что я вспоминаю Xiaomi, могу вспомнить еще Huawei с Harmony OS, могу Samsung вспомнить. Но по факту, если у вас есть сотка, вы идете покупаете этот планшет, эту клавиатуру, Apple Pencil 2 и не знаете бед. Во всяком случае, с другими девайсами вы будете знать больше проблем, к сожалению. Играть классно, печатать удобно, в интернете шик, блеск, красота, автономность, космос. В играх просто бог, и чувствуешь, как будто у тебя совершенная техника в руках. Может быть, это реклама, я считаю Яблоко оверпрайснутой просто люто, но вот так. Плюс я покупал ее не в России. Если бы я купил в России, я бы, наверное, долго расстраивался. Как купил, тоже расскажу. Этот планшет от Apple на 11 дюймов, прошечка на 512 гигабайт, я покупал на Амазоне. Покупал я его через Почта.com. Он мне вышел примерно в 78 тысяч рублей. Напоминаю, что он на 512 гигабайт, Wi-Fi-евская версия. Плюс пошлина мне вышла около десятки. Но если вы будете покупать в районе $250, то пошлину вы платить не будете, потому что верхняя граница для России 200 евро. Соответственно, можете сделать 10 покупок по 200 евро, только единственное, заказывайте на разных людей. На жену, знакомых, детей, соседей. Калькулятор пошлины есть у самого сервиса, страховка выходит примерно в $15, я ее сам, если честно, никогда не беру. Доставка 1 килограмма выходит примерно в $17. Даже с пошлиной и доставкой итоговая стоимость данного девайса вышла в 90 тысяч рублей, притом это официально прям американская вещь из Америки, как вы понимаете. Если будете брать Apple Watch 7 серии на 45 мм, они выйдут вам примерно в 30 тысяч рублей, с пошлиной, доставкой и со всем остальным выйдет в 34 тысячи рублей суммарно, сэкономите, получается 5,5 тысяч, при том, что там можно по большому счету и Apple Care купить. Но я считаю, это уже извращение, смысл. Лучше экономить, правда? Идеальный вариант, конечно, в США покупать не гаджеты, а брендовые вещи. Это такие вещи, как New Balance, допустим, которые стоят там копейки, или Calvin Klein, или Levi's. И там все это нереально дешево. Можете eBay американский открыть и удивиться, что они доставляют себе же, к сожалению, не в Россию. Либо в Россию с безумной стоимостью доставки. Покупать там просто, это указываете адрес свой, который вам дают в безналоговом штате Delaware. Можете делать это сами, можете платить Почтой.com. Они будут делать это там за номинальные пару долларов, но у них часто бывают акции с бесплатным выкупом. Практически все свои пиксели я покупал именно через них, так же, как 3/4 техники от Apple. Но сегодня не об этом, не о том, как все это дело покупать выгодно, а о планшете, который я юзаю уже почти, наверное, полгода. 1008 на YouTube. Всем привет, меня зовут Саня, канал Пользы.нет, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам про планшет iPad Pro 11 дюймов третьего поколения. И, к слову, я им пользуюсь немало, и за это время он смог заставить меня поменять свое отношение к технике Apple в лучшую сторону, к сожалению. Но перед тем, как начать, небольшое отступление. В моем доме только яблочные планшеты, потому что на данный момент более совершенных продуктов просто не существует. Да, на Mi Pad 5 у меня был уже обзор на канале, и даже клавиатура с официальным стилусом мне на него пришла. Кстати, если вам интересно, я могу сделать
сделать сравнение клавиатуры и стилуса для Xiaomi и клавиатуры и стилуса для планшета Apple. Понятно, что в стоимости у них разница в 6 раз, но это с одной стороны. С другой стороны, если честно, Xiaomi-то рядом не валялись, и я могу с легкостью рассказать вам почему. Хотя хотелось бы сказать обратное. Оформление. Минимализм в стиле Apple. В комплекте идет iPad Pro, кабель для зарядки USB Type-C длиной в 1 метр, блок питания USB-C мощностью 20 Вт и руководство пользователя. Летим дальше. В продаже цветов на выбор вообще немного, а именно только два оттенка. Серый серебристый и серый космос. Корпус устройства изготовлен из переработанного алюминия, от чего мне не легче и он дешевле не становится. Вообще, в принципе, многие составляющие элементы планшета из переработанных материалов. Скидочку бы еще за это сделали, правда? Они, наоборот, накинули стоимости. Я не хочу показаться бестактным, как это модно говорить, но за бешеные деньги нам дают, грубо говоря, устройства, сделанные из отходов. Но это далеко не главное и единственное, что меня смущает в этих устройствах за их стоимость. Корпус тактильно приятный, скользкий, не пачкается отпечатками и молниеносно не царапается, плюс он очень тонкий и легкий в руках. Я купил версию Wi-Fi на 512 гигабайт вместе с клавиатурой Magic Keyboard для iPad Pro, которая стоит как половина iPad Pro на 256 гигабайт. Но она того стоит однозначно, хоть и у меня она только с английскими символами на кнопках, но мне русский язык и не нужен. Русский язык на планшете установить без проблем можно, так как это вам не китайские телефоны. Размеры составляют его 178 мм на 247 на 7,9 мм в ширину вместе с камерами и 6,2 мм без блока камер, а весит он как два iPhone 13 Pro Max. Но ощущается гораздо легче за счет его площади. Но вместе с клавиатурой вес достигает 1 килограмма и почти сотни грамм. И сказать, что в комплекте он тяжелый, ничего не сказать. Дизайн довольно скупой на яркие новые детали на корпусе, но тем не менее, на данный момент очень мало людей, кто не узнает Apple технику издалека. На корпусе имеется кнопка питания, кнопки для регулировки громкости, аж 5 микрофонов студийного качества, 4 стереодинамика, магнитная поверхность для стилуса, контакты для подключения клавиатуры, разъем Type-C, блок камер и в версии Wi-Fi Circular есть слот для nano-SIM. Кнопок люфта нет вообще, но кнопки регулировки громкости нажимаются очень тяжело, и, к сожалению, о мини-джеке можно только мечтать. Динамики мне очень понравились, они намного громче и имеют больше частот, чем динамики в Pro на 11 дюймов 2020 года. Дисплей установлен Liquid Retina Multitouch диагональю в 11 дюймов, подсветка LED и технология IPS. Разрешение он имеет 2388 на 1668 пикселей, а плотность пикселей составляет 264 пикселя на дюйм. Частота обновления экрана 120 Гц, яркость заявлена до 600 нит. По яркости, на мой взгляд, он лучше OLED, плюс нет шима и мерцания. Экран чистый белый, цвета при наклоне экрана не меняются. В синеву не отдает, короче, в нем нет тех болячек, что есть у OLED. Да, свечение есть, причем на камере его видно намного сильнее, чем в жизни, но по факту оно незначительно и не мешает работе. Контрастность действительно стала лучше, из-за этого стали лучше цвета. Для обработки и светокоррекции, фото, для монтажа видео, особенно в HDR, для сложного рисования с огромным разнообразием цветов идеальный вариант. Яркости на солнце хватает, на Pro 2020 года 600 нит было мало для работы на улице, и на 12,9 2021 года в очень ярких помещениях и на улице вместо 600 нит планшет задействует заявленные на сайте 1000 нит, и взаимодействовать из-за этого с ним гораздо комфортнее. Яркости в районе 50% в помещении хватает. Эта яркость работает прекрасно, дисплей полностью ламинированный, мультитач, конечно же, есть и берет все 10 пальцев. Разблокировать экран помимо общего пароля можно также при помощи Face ID, которая срабатывает стабильно хорошо. Минус дисплея рамки, которые тут не маленькие, почти сантиметр, но из-за диагонали экрана они не мешают, как на iPad mini 6, обзор на который вы, кстати, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. И да, экран, к сожалению, там желейный. Поддерживает Apple Pencil второго поколения. Еще я заметил, что Apple TV на данной модели загружает практически всегда видео в максимальном качестве, либо в самом близком к нему. На 11 дюймах 2020 года библиотека из 8 фильмов занимала почти 19 гигабайт. На 2021 года эти же фильмы заняли 44 гигабайта, и разница в качестве более чем заметна. Летим дальше. Внутрянка. Процессор топовый Apple M1 с 8 ядрами и максимальной тактовой частотой на 3,2 ГГц по AIDE. Операционная система iPadOS 15, оперативная память в 8 гигабайт для модели на 128, 256 и 512 и 16 гигабайт оперативы для моделей на 1 терабайт и 2 терабайта. Apple разрешила сторонним приложениям использовать всю оперативную память на iPad, что хорошо. Соответствующая функция появилась в iPadOS 15. По умолчанию приложения в iPadOS продолжают использовать максимум 5 гигабайт ОЗУ. Но теперь разработчики могут попросить у пользователя доступ к дополнительному объему оперативной памяти, чтобы ускорить работу программы. Это хорошо. На iPad моей модели имеется поддержка Wi-Fi, HT80 с технологией MIMO и одновременная поддержка двух диапазонов. В модели Wi-Fi Circular, в которую можно вставить симку, бенды 7 и 20 есть. Вибра далеко не топорная, но не настраиваемая.
самое. Bluetooth версии 5.0, не последний. GPS есть также только в модели Wi-Fi циркуляр. В модели Wi-Fi есть только функция точного определения местоположения iBeacon. По автономности. За час YouTube планшет съедает свободно 18% заряда при максимальной яркости экрана. 36% уходит за час игры в Genshin. В Divinity 2 за 1 час 15 минут улетело 41% заряда. Заряжаются с 0 до сотки неоригинальной зарядкой и кабелем на 18 Вт бодрых 7 часов. От родного кабеля и блока питания за 30 минут набегает 28%, а полностью заряжается он с 0 до сотки за 2 часа 10 минут. Для современных тяжелых игр у него слишком скромная емкость батареи. Тот же Genshin Impact на максимальных настройках, но при 30 FPS еле переваливает за 3 часа игры с полного заряда. С той же Divinity 2 ситуация намного хуже. Для остальных предназначений заряд держит так же хорошо, как и прошлогодние модели. Быстро не разряжается, хватит его на фильмы и на обыденное просиживание в интернете. Чуть больше суток. Вантуту выдал супер хороший результат в 1 миллион попугаев. В Storage-тесте показал 115 тысяч, и тоже очень даже это неплохо. Geekbench 7 тысяч очков. Пятый, разумеется, Geekbench Metal 20 тысяч очков. Geekbench ML 1000. В Geekbench Store выдал цифры 21 тысяча. В 3D Mark максимально показал следующие результаты. Wildlife 10 тысяч, Slingshot и Slingshot Extreme, разумеется, максимально. Slingshot Unlimited 8700, Slingshot Extreme Unlimited 7500. Wildlife Extreme 4700, Wildlife Stress Test 11 тысяч и Wildlife Extreme Stress Test 400. И занял он в таблице 3D Mark второе место. На первом, разумеется, iPad Pro на 12,9 дюйма 2021 года. И это ведь о чем-то говорит. Это самый мощный девайс на рынке планшетов на данный момент. Любая игра будет идти комфортно на максимальных настройках, хоть и батарейка проседает довольно быстро. Но это лучше, чем играть на минимальных с фризами, но с автономностью в 7 часов. Про быстродействие, думаю, смысла говорить нет. Тут и так ясно, что все работает плавно и без сбоев. В играх сначала был нагрев в левой части устройства при высокой яркости. В левой части находится лента LED, которая подсвечивает дисплей, и как раз из-за нее и грелся планшет при яркости выше 80%. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух камер, ширик на 12 мегапикселей и сверхширик на 10 мегапикселей с углом обзора 125 градусов. На борту оптический цифровой зум и кинематографическая стабилизация видео. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS. Фронталка сверхширокоугольная на 12 мегапикселей с углом обзора в 122 градуса. Спрятана она в рамку вокруг экрана и имеет максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS. Также у фронталки есть кинематографическая стабилизация видео, как и на основной камере. Примеры вы сейчас увидите. iPad 11 Pro, Санкт-Петербург, и я впервые за свою жизнь под Петербургом на пляже. Если не считать Шлиссельбурга и попытки поплавать, наверное, в лет 14. Что я могу сказать? Ну, вы сами видите, что съемка супер относительно планшетов, опять же. 4К 60 FPS, увеличение, но если увеличивать, то все печально, разумеется. Что можно добавить? Да ничего, снимать планшет может. Зачем? Не знаю. Вдруг вам понадобится. Вот так вас будет снимать фронталочка при 4К 60 FPS. Роллинг шаттера, разумеется, нет за эти деньги. И снова тест планшета 4К 60 FPS. Я понимаю, что это с легкой формой извращения тестировать планшет как на камеру, но мы помним, что он стоит в районе $700, и камера у него должна быть волшебная, потому что многие будут покупать как раз ради нее. Что я могу сказать? Стабилизация так себе. Если идти и снимать, ну, вы видите, что получается. Сейчас увидите селфи. Вот она, селфи-камера. Опять же, максимальное разрешение. Теперь мы можем рассматривать бороду. Как говорят многие блогеры, волоски вроде бы видны. Солнце слепит мне в глаза. Пальцем я иногда закрываю эту бедную селфи-камеру. Сейчас отойду в тенек. Что у нас по увеличению, уменьшению? Ничего. По роллинг-шаттеру также ничего. Я думаю, видов вам хватило. Так же, как хватило, в принципе, записей с этих камер. Селфи и с основной в примере этого ролика. Единственное, что я на 4PDA начитал, что довольно большое количество, конечно, косяков у Яблока. Опять же, большое количество. Их много покупают, и поэтому бывают больше девайсов с какими-то траблами. В основном все решается сбросом настроек. 9 из 10 проблем. Потому что процессор слишком мощный. Вечер Мурина, 4К 60 FPS, абсолютно нелогичный тест iPad 11 Pro. Что я могу сказать? Конечно же, одно сплошное зерно. Использовать данную запись, ну, теоретически можно, сложно, но бессмысленно по мне. Если встать и попытаться что-то там рассмотреть, можно даже увеличивать на X3. Ну, вы сами видите, что это один фактически большой пиксель.
А как снимает камера? Ну, никак. Никак, но что-то где-то выцепить можно. 10 часов вечера, освещение пока не полный хлам, но единственное могу отметить, что фонари, хотя работают, они больше даже мешают, наверное, чем помогают. Освещения от них немного. Селфи-камера в вечернее время Мурина. Что я хочу сказать? Пиксель на пикселе, но лицо он пытается цеплять. Роллинг шаттера у планшета нет, что приятно. Все-таки стоит он далеко за 50. И единственное, увеличивать, уменьшать в этом режиме нельзя. Но ничего такой. Бесполезный, правда, для съемки, но поснимать можно. Минусы: вес вместе с клавиатурой внушительный, можно было бы получше батарейку, камера не высший топ, хотя на планшете она и не должна быть огонь. За сколько я его покупал, я уже вам сказал. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Ссылку на покупку обязательно оставлю, так же как и ссылку из соцсети почтой.ком. Можете спрашивать у них на прямой линии, что они могут выкупить и сколько вам будет это стоить. У них очень часто всякие акции из разряда бесплатный выкуп. Резюмирую, насколько сильно мы переплачиваем за бренд, судить сложно, но однозначно какой-то процент есть. Но я считаю, что если есть возможность, то стоит брать из планшетов именно Apple. Хотя на начале продаж молниеносно купить iPad'ы только из-за игры Divinity 2 народ пошел. Но я его тоже понимаю. Ноут я тоже купил на M1 прошечку на 13 дюймов, 16 оперативы, внутрянка на 1 терабайт, тоже как-нибудь расскажу. Процессор у iPad'а топ, все работает как часы и радует. Это единственная проблема, которая меня волнует сейчас, это когда наконец появится кнопка «Закрыть все вкладки одновременно», так как закрывать все это дело вручную занимает необъятное количество времени. Но могу сказать точно, что лучше пока планшеты, чем iPad, я лично не встречал. К сожалению. В ближайшее время я думаю, что такого тоже не будет. Также и клавиатура для iPad в сравнении со всеми, что были у меня на руках, и даже в сравнении с xiaomi'скими, самая удачная и удобная для использования. Я разыгрываю часики за 25 тысяч в ближайшее время, так что смотрим в описании ссылочку и участвуем. Участников мало, поэтому я думаю, что всем будет интересно. По поводу того, кто что получал, можете посмотреть в моей группе в ВК, там есть целая ветка, очень много людей отписывалось, за что им огромное спасибо, что получили подарки. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.